Наверняка, если вы смотрите это видео, вы планируете свой отдых в Турции. И перед вами стоит вопрос, какой курорт выбрать для отдыха в этот раз. Я как раз сейчас нахожусь в регионе Кемер и подумал, а почему бы не снять для вас видео, рассказать подробнее о этом регионе. Потому что за время своей работы, а я в туризме работаю с 2008 года, от своих клиентов я очень часто слышу вопрос, какой курорт выбрать в Турции. Ну, в принципе, не только Турции, но мы сейчас с вами поговорим про Турцию. Вы просите сравнить климат, погоду, пляж, отели. То есть многие из вас сначала хотят выбрать курорт. И это видео как раз-таки облегчит вам выбор. Я начну в этот раз с региона Кемер. Я надеюсь, это видео будет полезно. В принципе, я даже уверен, что оно будет полезно, поэтому смотрите обязательно до конца. И если я увижу от вас очень много лайков, реакций, комментариев на это видео, я сниму такие же видео про Аланию, Анталию, Белек, Сиде и даже курорты Эгейского побережья, Бодрум, Мармарис, Кушадасы. Поэтому ставьте пальчики вверх, пишите ваши комментарии, пишите ваши отзывы, задавайте какие-то вопросы, я на них отвечу в следующих видео. О чем я буду говорить в этом видео? Я расскажу о особенностях климата Кемера, чем он отличается от той же Алании. Конечно же, расскажу про пляжи Кемера. Опять же, я говорю Кемер, называю это большой регион, но в Кемере есть несколько поселков, и я пройдусь по каждому из них. И я буду говорить, чем отличаются пляжи, допустим, Кемера от пляжа Текирова. Это тоже очень важно знать, потому что многие мои клиенты, уточняя у меня какие-то пожелания к отелю, акцентируют внимание на пляжах. Об этом я буду говорить. Я также дам рекомендации отелей в разных ценовых категориях, в разных курортных зонах региона Кемер. Поэтому помечайте себе, записывайте, ставьте видео на паузу и делайте пометки, какие отели я рекомендую рассматривать в той или иной ценовой категории. Помимо этого, я вам расскажу про экскурсионные программы, которые удобно посещать из Кемера, как с туроператорами, так и интересные места, которые вы можете посмотреть без туроператоров, куда туроператоры не возят. Итак, друзья, важно понимать, что Кемер – это город, самый крупный городок в этом регионе. Именно по названию этого города весь регион получил название Кемер. Но важно понимать, что здесь существует, помимо самого городка Кемер, несколько поселков. Первый из них по пути из аэропорта Анталии – это Бельдиби. Второй из них будет Гёйнюк. Третий из них будет как раз-таки город Кемер. Потом идет Кириш, потом идет Чамюва и потом идет Текирова. То есть все эти поселки относятся к региону Кемер, и про каждый из них я вам сейчас расскажу. Итак, друзья, меня зовут Виктор Гулько, вы на канале «Путешествие и отдых с Виктором Гулько». Не переключайтесь, смотрите до конца и сразу ставьте лайк. Итак, я перейду к общему описанию региона Кемер и расскажу вам, почему именно мне Кемер больше всего как регион нравится на Анталийском побережье. Я рекомендую прежде всего этот регион для тех, кто любит красивую, живописную, гористую, зеленую природу с чистым прозрачным морем, потому что все вот эти эпитеты можно применить к региону Кемер. Именно здесь самые высокие горы фактически на всем таком курортном южном и западном побережье Турции. Здесь находится одна из самых высоких вершин, гора Тахталы, которая возвышается над многими регионами Кемера. Здесь как раз-таки очень много растет хвойных, сосновых деревьев. И очень многие отели региона, а я назову какие, имеют большие зеленые территории, то есть здания отелей имеют небольшие размеры, то есть это бунгало,
и они находятся в таком сосновом парке. Это особенно хорошо, когда наступает в Турции, то есть там со второй половины июня летняя жара при высокой влажности. Очень хорошо иметь отели с большой тенистой территорией, где можно днем укрыться от этой жары, посидеть в тени деревьев, подышать действительно шикарно пахнущими соснами. Очень многие отели в регионе Кемер имеют вот такие территории. То есть если вы любите зеленые большие территории, присмотритесь к региону Кемер. Следующий плюсик – это горы. Если вы любите горный пейзаж, то тоже обратите внимание на регион Кемер, потому что на Анталийском побережье такие высокие, красивые, зеленые горы есть именно в Кемере. Немножечко есть гор около города Алании, то есть я не говорю про поселки до Алании, а скорее около города Алании, но они значительно ниже, находятся дальше от берега и не столь живописно выглядят, как именно в Кемере. Особенно, на мой взгляд, живописно смотрится поселочек Гöyнюк. Там горы находятся на таком удалении, имеют такую красивую форму, и если вы находитесь на пляжах в регионе Гöyнюк, вы наверняка, отплыв немножко от берега, развернувшись обратно, приятно удивитесь красивому ландшафту, когда из сосен вырастают величественные горы, которые действительно украшают. Но важный момент, который вытекает из этих гор. Смотрите, какой плюс, какой минус есть у гор. Плюс заключается в том, что этот регион в целом менее ветреный, нежели, допустим, Сидея, нежели, допустим, Алания, потому что горы прикрывают от ветров. Я не говорю, что тут ветров никогда не бывает, бывает, но в меньшей степени, чем в Алании. Приведу даже пример. Когда-то я отдыхал в регионе Кемер, моя родная сестра отдыхала в это же время в Алании. Это было середина октября, уже такое время, когда появляются ветра. У нее дул очень сильный ветер, они даже на пляжах заворачивались в одеяло, потому что песок поднимался и летел прямо, очень некомфортно. У нас была, легенькая волна, то есть настолько горы прикрывали в какой-то момент. Хотя в Кемере тоже бывают ветра, которые дуют со стороны моря. Но у гор есть еще такая неприятный момент. Вот сейчас у нас начало мая, в данный момент, когда я снимаю это видео, и именно за горы здесь иногда цепляются облака. И если вы хотите, чтобы солнце всегда жарило, чтобы на небе было не облачко, и чтобы всегда была солнечная погода, в начале и в конце сезона именно в Кемере чаще бывает облачность, потому что облака цепляются за эти горы. Допустим, я не любитель солнца, и когда оно иногда прячется и становится легче, это для меня даже плюс. Но вы ориентируетесь по себе. То есть вот это важный нюанс гор. Как следствие, в горах здесь очень много красивых мест, и очень многие экскурсии, о которых я еще тоже расскажу, тоже связаны с горами, с красивыми видами, которые вы можете увидеть именно в регионе Кемер. Еще один очень важный момент, связанный с горами, то, что побережье Кемера смотрит на восток, на юго-восток. Соответственно, солнце встает из моря фактически на рассвете, а закат получается за горы. И как следствие, солнце садится за горы немножко раньше, чем оно садится за горизонт. И солнечный день сокращается. Особенно это чувствуется в поселке Бельдиби, где большая-большая гора близко подходит к пляжной зоне, и там солнце реально на час-полтора за горы заходит раньше. Перейдем немножко к климату Кемера. Есть такое мнение, что Кемер почему-то более холодный, чем другие регионы Анталийского побережья Турции. Здесь я готов с вами поспорить, но, знаете, такой спор на грани 1–1,5, максимум 2 градусов. Возможно, в силу того, что здесь чаще бывает облачно, соответственно, температура в начале, в конце сезона может быть в облачные дни, может быть немножечко меньше, но именно когда есть облака. Влажность здесь такая же высокая. И если сравнивать с Анталией, я бы не сказал, что в Кемере там холоднее, может быть даже в Кемере лучше. Но если сравнивать с Аланией, кстати, я вам говорил, что если хотите видео про Аланию, жду вашей реакции под этим видео. Я вам сниму отдельно видео про Аланию и почему мне тоже нравится именно Алания и какие места мне в Алании нравятся. То если брать Аланию, она будет в этом регионе самая теплая. Причем она будет теплая в такой октябрь,
апрель там будет немножко теплее, и в зимний период там будет немножко теплее. А в летний период там немножко прохладнее, но это как раз-таки хорошо, потому что там не то, что прохладнее, там как раз-таки не так сильно жарко. То есть в Кемере достаточно жарко летом, и если сравнивать там, допустим, Сиде, Белек, Анталья, то я бы их поставил по температуре одинаково, но Алания чуточку теплее. И если вы хотите, чтобы было хотя бы чуточку теплее, и вы летите в Турцию в апреле, в октябре, в ноябре, ну, можете выбрать Аланию, если вам плевать на горы, на зелень, то есть главное, чтобы было чуточку теплее. Но если, как я говорил, вам важна природа, зелень, а я подчеркну, что вот эта зелень, она и в октябре, и в ноябре, и в апреле, она в большинстве своем зеленая здесь, в Кемере. Также скажу про море. Опять же, есть такое у Кемера, скажем так, дурная слава среди любителей песочка. Дескать, Кемер — это сплошная галька и камни, а вот другие регионы — это песочек. И нам Кемер не давайте, особенно так говорят мамы с детьми, потому что здесь галька. Я вам, друзья, скажу такой неприятный секрет. В принципе, в Турции на Анталийском побережье пляжей с хорошим песочком вот раз-два и обчелся. Они есть в Белике, они есть непосредственно в Анталье, в регионе Лара, есть кое-где в Сиде, я еще раз подчеркну, кое-где. Ну, не везде в Сиде, потому что у многих людей, вот как только Сиде, это значит красивенький, беленький песочек, вот такое в голове, это не так. В Сиде есть тоже плохие пляжи с каменистым заходом и с галькой при входе в воду. То есть обязательно нужно смотреть, в каком регионе Сиде. Об этом я тоже могу вам рассказать в следующих видео. То есть, и, соответственно, вот многие отметают вот этот курорт, где горы, зелень, ароматы сосен, соответственно, потому что якобы тут галька. И да, действительно, здесь большинство пляжей с галькой. Кое-где есть пляжи с песком, я остановлюсь, где такое есть. Но смотрите, друзья, важно различать, когда вы говорите пляжи, что вы под этим подразумеваете. Потому что под пляжем многие подразумевают то, что находится на берегу, где стоят шезлонги. А кто-то подразумевает то, что находится уже в воде, когда вы заходите в воду. Смотрите, здесь не все так однозначно. В большинстве отелей Кемера действительно при входе в воду есть галька. Где-то в некоторых отелях, в дорогих отелях подсыпают песок, чтобы можно было покомфортнее зайти. Но это касается дорогих отелей. Но многие отели, те места, где стоят шезлонги, имеют как раз-таки песок. Он, конечно, не мелкий, как мука, это как меленькие-меленькие камушки. И при движении к воде появляется галька. То есть чем дальше от воды могут шезлонги стоять на песке таком крупнозернистом, ближе к воде они стоят уже на гальке, при входе в воду галька. И заходите в воду, тоже галька. И самое интересное, что спустя 4-5 метров, там, где уже глубоко, начинается чистейший песок. Это вот кто плавает с маской, с очками, это можно увидеть. Вот. Но вот эта полоса прибоя, там 4 метра глубины, 2 метра берега, они идут с галькой. Друзья, но послушайте меня внимательно. Вот особенно те, кто, вот у кого есть стереотип песчаных пляжей и стереотип того, что именно на песок нужно ехать с детьми, что галька — это никак не для детей. Я бы сказал, наверное, ну, 70% отелей всего региона Кемер ориентированы на детский отдых. Классные пятерки с большими территориями, с детскими площадками. Даже вот этот отель Эмель де Сан Клаб — обалденные детские площадки, обалденная детская анимация, лунопарк, батуты, детский мини-гольф, различные парки, детские бассейны, детские горки. Смотрите, какой плюс есть вот у этой гальки при входе в воду. Галька тоже бывает разная, сейчас я на этом тоже остановлюсь. Когда вы, допустим, приезжаете в какие-нибудь регионы Алании, там Конаклы, ну какой-нибудь Акурджалар, там тоже есть меленькая галька, но там еще и песок. И вода от этого становится мутно-зеленовато-коричневой. Именно в Кемере, из-за того, что дно покрыто галькой, вода прозрачная. Море искрится, море прозрачное. Да, когда появляется волнение, оно немножко становится мутноватое. Но когда море спокойное, вы можете смотреть на дно, под вами 3-4 метра, и вы можете видеть там песочек и камушки. Это огромный плюс. Большинство пляжей Кемера имеют голубые флаги. Ну, многие пляжи Кемера имеют голубые флаги, потому что вода здесь чистая, прозрачная,
красивая. Такой воды, пожалуй, на всем Анталийском побережье, как Кемере, вы нигде не увидите. Очень много где в Кемере что делают? Во-первых, ложат такие деревянные настилы. Во-первых, не горячо ходить по песку. Во-вторых, вы избегаете тех камушков, которые могут быть действительно лежать на пляже. Еще раз повторю, галька ближе к входу в воде. Галька находится именно ближе к воде, там, где полоса прибоя, а дальше начинается песок. То если ваш ребенок любит что-то делать в песке, вы можете его немножко дальше от моря отодвинуть, посадить, и там у него будет песок для тех людей, кто любит там лепить что-то из песка. А в то же время очень многие дети играют с камушками, строят такие башенки, такие пирамидки, то есть это тоже есть. Ну и еще такой важный момент ходить по мелкой гальке. А в большинстве регионов, я вам сейчас скажу, где мелкая, где крупная, она мелкая, она не такая большая. Ну вот такая, такая, такая. Это даже полезно и взрослым, и детям. Поэтому не бойтесь гальки, друзья. В общем, переходим к самим регионам. Итак, первый регион, куда вы приезжаете, когда едете из отеля Анталии, называется Бельдиби. То есть Бельдиби тянется 4 километра, дорога к нему достаточно живописная, вы проезжаете 3 туннеля, немножечко серпантина есть, но у вас открываются красивые виды на море, на горы, то есть если хотите видеть море, садитесь в левой части автобуса, потому что левая часть автобуса смотрит на море. И любуйтесь морем, уже первым море, которое будет у вас, когда вы приехали в Турцию. Открыл для себя Турцию я в далеком, по-моему, 2004 году именно с этого поселка. И, честно говоря, вот именно тогда я увидел Турцию зеленую, красивую, с горами, с соснами и обалдел от восторга от увиденной картинки, потому что в моей родной Беларуси гор нету. И именно тогда у нас начались длительные отношения с горами, и я их люблю с тех пор даже, наверное, больше, чем море. И вот как раз-таки здесь, в Кемере, как я говорю, и горы, и море, все есть. Но если когда-то тогда, в 2000-е годы, там строились отели, то последнее время там мало что строится. И очень многие отели, за небольшим исключением, втихаря подветшали. И в целом, вот мое мнение о этом регионе, что именно я говорю про Бельдиби, немножко он, скажем, устал от жизни, он не развивается, в нем не строится ничего не нового, в нем не открываются какие-то магазины, не открываются отели. И, пожалуй, самый скучный поселок среди всей кемеровской вот этой цепочки регионов. Но именно в Бельдиби есть много хороших больших отелей, про которые я вам говорил, с парковыми территориями, зеленых, больших, где вы можете гулять вот именно по отелю, дышать, наслаждаться ароматом сосен, ну и получать удовольствие именно от природы. Я вам сейчас назову некоторые отели, на которые стоит обратить внимание. И вот здесь будут они списком, то есть вы можете ставить себе на паузу видео, делать скриншот или выписывать себе название отелей. Когда будете выбирать отели, обратите на них внимание. Как я уже говорил, именно в Бельдиби рано садится солнце, потому что высокая большая гора, она закрывает, на западе находится, и, соответственно, солнце рано туда ныряет, и, кажется, еще бы загорал на пляже, а нет, солнышко уже спряталось за горы. И еще один, на мой взгляд, такой минус Бельдиби, именно благодаря этому курорту, то есть вот многие люди, которые приезжают в регион Бельдиби, потом, скажем так, несут в себе дурную славу о Кемере, то, что там камни, булыжники. Именно в этом курорте действительно крупная галька. То есть там в воде встречаются вот такие большие валуны, то есть вот как моя голова, меньше. То есть они, бывают, порастают, соответственно, водорослями, становятся скользкими. И вот в этом регионе однозначно, если вы едете в Бельдиби, сразу в ближайших магазинчиках, они там есть везде, покупайте себе такие же тапочки, кораллки, как вы покупаете в Египте. И вам будет проще. Есть дорогие отели, которые подсыпают
песок регулярно, каждый сезон подсыпают этот песок, и там есть песчаный заход, но все равно кораллки не помешают. Вот. И очень популярная вещь тоже в отелях в Бельдибе сейчас, в последние годы, я обращаю внимание, ложат такой, скажем, настил металлический или деревянный, он крепится к дну, он с перилами. Вы заходите в воду там на метра 3-4 по этому настилу, то есть спокойно ножками, а дальше уже поплыли. Вот, то есть таким образом можно заходить в воду. То есть имейте в виду, что именно в Бельдибе самые плохие пляжи Кемера, которые даже как бы для меня, они будут неудобные, нужны будут кораллки. Что хорошего в Бельдибе? Самое главное хорошее в Бельдибе это очень частый запрос от вас. Мы хотим, чтобы было недалеко от аэропорта. От Бельдиби до Анталийского аэропорта порядка 40-45 километров. То есть, соответственно, вас туда привозит трансфер самыми первыми и забирает самыми последними. То есть тоже немаловажно, когда сейчас там в Турцию очень долго лететь. Итак, я сейчас вам показываю отели, которые я рекомендую, как я говорил, в разных ценовых категориях. Из дорогих, приближенных к люксу отелей, пятерок хороших, потому что, понимаете, отвлекусь немножко, очень многие мои клиенты, ну, может быть, и вы точно так же, ну, вот считайте, вот если отель пятерка, он значит дороже и лучше четверки. Если четверка, значит он дороже и лучше тройки. Это далеко не так. Пятерки, одна пятерка может стоить, к примеру, 2000 евро там, на какой-то там период, какое-то количество ночей. И другая пятерка может стоить 4000 евро. Вы представляете? И то, и другое пятерка. И, соответственно, есть четверки, которые могут стоить 2500 евро. То есть не всегда обращайте внимание на звезды, особенно если вы берете самые дешевые пятерки, самые дешевые четверки, они, скорее всего, будут категорией ниже. Ну и в целом, друзья, я вот очень часто читаю отзывы, и я вот просто, знаете, у меня такое, хочется всегда врываться, мы все такие, офигеть, какие отельные критики, что просто я очень не люблю, когда люди пишут, это не 5, это не 3, это не 4. И меня всегда хочется задать вопрос, а по каким категориям дают 5, по каким категориям дают 4? И никто не ответит, и я даже не отвечу, какая здесь градация звезд в отеле. То есть я всегда привожу пример. Допустим, если в отеле нет конференц-зала, он не будет пятеркой, потому что в категории 5 звезд должен быть конференц-зал. 99% отдыхающих не пользуются конференц-залами. И вы можете приехать в четверку, которая четверка, потому что в отеле нет конференц-зала. Но она будет вот такая, но она будет четверка. А когда вы подходите к своему агенту, говорите, мне только пятерку. И вам найдут маленькую плюгавенькую пятерку, где есть маленькая комнатушка, которая называется конференц-зал, и вы туда поедете в ожидании, что это пятерка. А потом пишите отзыв на Top Hotels, на TripAdvisor. Это не 5. Ну, конечно, не 5, потому что это дешевое, может, даже это и на 4 хорошего не тянет, но на нем нарисовали 5. Поэтому, друзья, больше обращайте на стоимость отеля, а не на звездность. Итак, я говорю про хорошие пятерки. Смотрите, я их называю, в списке они есть. Это Акантендон Хотел, находится в Бельдибе, Палома Фореста, очень зеленый, красивый отель, не зря он называется Фореста, потому что находится в лесу. А Палома достаточно хорошая турецкая сеть отелей, которую я как бы любого туриста в любой из этих отелей отправлю. Дальше знаменитая турецкая сеть люксовых отелей Rixos, и в Бельдибе находится именно Rixos Sungate. И еще один отель, ну, может быть, я к люксу его не отнесу, он относительно недавно построен, и, наверное, пожалуй, один из самых свежих отелей в Бельдибе – это Амара Премьер Палас. У него нет зеленой территории, зато он находится фактически на самом въезде Бельдибе. Вас точно первым туда привезут и последним заберут. Вот. Еще, наверное, могу к люксовым отелям отнести отель Nirvana Mediterranean, по-моему, так он сейчас называется. То есть вот это хорошие пятерки, которые я могу рекомендовать для взыскательных туристов. Итак, перейду к 4-звездочным отелям. Здесь есть несколько четверок, которых я тоже отправляю своих туристов и рекомендую в этом регионе. И один из тоже находится в самом начале отеля, это клуб-отель Бельпинар. Очень популярный, считается, семейный отель, тоже находится в начале при въезде в Бельдибе.
Отель расположен как на первой, так и на второй линии, и его разделяет дорога, под которой есть подземный переход. В отеле есть горки, в отеле есть анимация, даже мини-лунопарк есть. То есть, ну, такая хорошая, добротная четверка. Многие из вас в ней были, кому-то она, может быть, не нравится, но, тем не менее, отель популярный, большинству наших туристов этот отель нравится. И еще я выделю отель, который находится рядом с Бельпинаром, соседний отель Сельчук-хан. Отель чуть-чуть более спокойный, чуть-чуть меньше по территории, но находится рядышком с Бельпинаром. У него такой же заход в воду, аккуратный отель. И смотрите, у него есть два типа номеров. Есть стандарт, они староваты. Может быть, вы смотрите это видео через пару лет после выхода, и хозяева Сельчук-хана решили обновить. Тогда эта информация не актуальна. Но по данным на 2023 год есть номера стандарт, староватые, не реновированные, и есть номера стандарт плюс. Плюс это не значит, что они больше, это значит, что они реновированы. То есть я рекомендую все-таки добавить там, ну, в зависимости от количества человек, количества ночей, сезона, ну, там, я так думаю, что около 100-150 евро будет доплата за номер стандарт плюс. Он будет красивый, и вам будет комфортно жить. То есть здесь я рекомендую доплатить. И еще один отель, который мне тоже нравится, когда-то давно я в нем тоже был, отель называется Сигал. Он находится сразу на берегу моря. У него немножко такой стиль, вот обратите внимание, может быть, не всем это понравится, у него такой немножко деревенский стиль. Там есть камин, там стоят такие ростовые куклы в национальных турецких одеждах. То есть он такой вот, как домик в деревне у бабушки. Там цветочки так на стенах. Он небольшой по площади, как и все четверки небольшие. Но если будете рассматривать отели в Бельдиби, ну или вообще в целом в Кемере, обратите на него тоже внимание, может быть, он вам понравится. Пожалуй, вот из региона Бельдиби я бы выделил вот эти отели. Да, здесь есть некоторые какие-то другие отели, которые тоже можно рассматривать, но я выделяю какой-то мой личный топ. Это не значит, что другие вообще все плохо-плохо. Вы можете рассматривать и другие. Допустим, тут есть и Crystal Flora, неплохой отель, и в какой-то мере Чемпион, неплохой отель, но тоже староватый, требует реновации. Здесь есть еще отель Бая Салима, он вроде как недавно реновировался и вроде как обещает быть хорошим, с большой зеленой территорией. Вот. То есть можете глянуть и эти. Возможно, ваш агент что-то вам предложит еще. Итак, с Бельдиби заканчиваем, перемещаемся плавненько в Гöyнюк. По Гöyнюку. Первое, что я хочу вам сказать про этот регион, давайте научимся правильно называть этот отель. Не Гейнюк, не Гавнюк, не Гуйнюк, а Гöyнюк. Можно сказать, как такое ё, только оно больше ё, чуть-чуть приближенное к о, что-то среднее между ё и о. Гöyнюк. Вот так правильно называть этот поселок, потому что я знаю, как его очень коверкают. Итак, начну, наверное, с минусов. Ну, соответственно, минус то, что он по сравнению с Бельдиби, он немножко дальше. То есть по сравнению с Бельдиби немножко нужно дальше ехать. И смотрите, еще я бы минусом этого региона назвал, что улица, которая идет параллельно морю, она тянется вдоль всего поселка Гöyнюк. Посередине этого поселка от этой улицы отходит перпендикулярная улица около отеля Трансатлантик в виде корабля такого черного с белыми башенками корабля. Ну, наверняка, может быть, видели, называется Трансатлантик. Вот именно там отходит эта перпендикулярная улица. В этом месте сконцентрирована вся инфраструктура, все магазины этого региона. Если там, где отели Амара Палас, или в конце уже, фактически до богатого, крутого отеля NG, самого крутого в регионе нынче, там нет инфраструктуры, там нет фактически магазинов, и даже для того, чтобы купить какие-то магнитики, вам нужно будет долго топать до этого центра, ну или даже брать такси и подъезжать. Вот это имейте в виду, что отели в начале и в конце Гöyнюка не имеют вокруг никакой инфраструктуры фактически в пешей доступности, особенно дальняя часть Гöyнюка. Это минусы. Плюсы, как я вам уже говорил, именно Гöyнюк
мне особенно как-то нравится по природе. То есть там вот какой-то есть баланс. Если Бельдиби горы очень близко, они прямо как-то давят и закрывают солнце, то Гёйнюк, они на какой-то такой вот правильном расстоянии, в моем понимании, от берега. Их там несколько, они так выглядят скалисто. Там идет небольшая равнина, где находится, собственно, и сам поселок Гёйнюк. И что его отличает от Бельдиби, то что Гёйнюк — это, скажем, на удалении от километра начинается достаточно такой большой коттеджный поселок с магазинами, где живут сами турки, многие из которых работают как раз-таки в этих отелях. Вот. Там, соответственно, есть магазины Мигрос и другие турецкие магазины. То есть вы даже можете выйти из своего отеля и пройтись в поселок и покушать какой-нибудь там Адана кебаб именно в турецком ресторанчике местном, где кушают местные. Гёйнюк, я уже расскажу некоторые достопримечательности, которые находятся рядом или в самом поселке. Именно в Гёйнюке по объездной дороге находится Дина-парк. Если вы отдыхаете с детьми в этом регионе, то вы без проблем можете сами туда добраться, дойти или даже чуть-чуть подъехать и сходить в Динопарк. То есть там динозавры, они шевелятся, они рычат. Стоимость, не знаю, можно, я думаю, загуглить, узнать текущую стоимость. Ну, что-то когда-то было в районе там 20-30 долларов вход. Это первый момент. Второй момент, что мне нравится в регионе, в поселочке Гёйнюк, это Гёйнюк каньон. Он как раз-таки находится фактически ближе к Бельдиби, ну, между Бельдиби и Гёйнюком. То есть, если ехать через... я ссылочку на это место ставлю на карте, и как и на Динопарк, я, в принципе, все локации оставляю под видео. Так что заходите в видео, пользуйтесь. Я надеюсь, это будет полезно для вас, а для меня будет полезен ваш лайк и спасибо в комментариях. Кстати, друзья, еще отвлекусь. Если вам нравится то, что я делаю, если вам нравится это видео, вы можете меня поблагодарить прямо конкретно за это видео, нажав на кнопочку сердечко, внутри которого есть $1. Выбрать там небольшой донейшн. Для меня это большое признание моих трудов, небольшая поддержка моего канала и большое спасибо от меня. Поэтому, если хотите, милости прошу. Ну и также вы можете стать спонсором моего канала. Есть разные способы через Patreon, через Boosty, ну и непосредственно на YouTube. Информация об этом тоже в описании под этим видео. Итак, возвращаемся к Гёйнюк каньону, ссылка на который под видео. Замечательное место, вы туда можете прийти, копеечный билет, там что-то, ну, $1-2 входной билет, поэтому туда туроператоры фактически не возят, но обязательно, будучи в Кемере или в регионе Кемер, подъезжайте, погуляйте, если цените природу. То есть вот эти горы, которые окружают все эти поселки, вы непосредственно, через них идет каньон, где течет водичка, образует маленькие озерца, где плавают уточки, гусики. Там есть зоны отдыха, там есть зиплайны, там есть мостики. И в конце, если вы доходите туда в конце, даже есть, можно пройтись непосредственно в гидрокостюме, в каске, пройтись через сам каньон, где течет вода. То есть там такая услуга тоже есть. Если вы любите активный спорт такой, вот так, хотите себя как-то проверить, проходите туда. Но самое главное, там классный воздух, зеленая красивая природа, ну и очень живописно. То есть всем рекомендую. Я там был раза 4, не меньше, а может быть даже и 5. Итак, что еще про Гёйнюк? Вот по сравнению с Бельдиби я перехожу к пляжам. Здесь как раз-таки находится вот та мелкая галька, в среднем размером, как я говорю, с перепелиное яйцо, максимум с куриное яйцо, а иногда меньше. Многие отели имеют на берегу песок, переходящий в гальку, то, про что я вам говорил. То есть может быть и песок, и может быть галька. Тоже есть много отелей с большой зеленой территорией. Итак, я перейду к отелям, как обещал. Смотрите, что я рекомендую, какие отели. Наверное, сейчас, ну, может быть, номер один, ну, номер два, даже, наверное, номер один по популярности отель в регионе Кемер. Это новый отель, который открылся как раз-таки, по-моему,
в 2020 году. Он называется NG Fazelis. Безумно дорогой отель, но если вы себе можете позволить, то я очень его рекомендую. Я его видел своими глазками в год открытия. Это действительно классно. Отель в таком, знаете, вот очень популярном экологичном стиле, когда дерево, камень, зелень, это все вот сочетается. То есть нету никакого пафоса, золота, там, как знаете, канделябров. Именно такой стиль, ну вот очень популярный, какой-то вот такая экологичная, сдержанная роскошь, как бы я бы сказал. То есть там очень много а-ля карт ресторанов, то есть вы можете ужинать не бегая с тарелочками, а именно в а-ля карт ресторанах, они тоже там входят в стоимость. То есть этот отель я рекомендую, запоминайте, именно для взыскательных клиентов. Посмотрите этот отель. Еще отели хорошие, пятерки, которые будут ну, уступать вот этому NG, но такие вот хорошие пятерки чуть-чуть выше среднего уровня. Значит, помечайте, ставьте на стоп, записывайте. Seven Seas Hotel, клуб Баран Море, немножечко староватый по номерам, но очень качественный по сервису, красивой территории, очень много постоянных туристов туда ездят, в клуб Баран Море. Тоже выделил бы отель Мирада Дель Мар, в котором я тоже когда-то лично отдыхал. Большая зеленая территория. Он, правда, состоит из основного большого такого высотного корпуса, не бунгало, такой квадратный. То есть смотрите, по номерам там могут быть разные виды. У него есть небольшое здание аннекс, тоже, как правило, оно идет самое дешевое, немножечко в стороне. Еще мне нравится отель, лично мне, Улусой Кемер Holiday Club. Отель в таком тоже деревенском стиле, это бунгало, это большая зеленая территория, и опять же он стилизован под деревушку. То есть если вы живете в многоэтажке, в небоскребах, в городе, обратите внимание и хотите сменить обстановку, обратите внимание именно на вот этот отель. Ну и в конце я тоже поставлю отель с большой зеленой красивой территорией, качественный отель, всегда хорошие отзывы, Кимерос Парк Holiday Village. Тоже обратите на него внимание в этом регионе. Это были пятерки. Про тройки говорить не буду, не посоветую, фактически их нет. Ну, там есть единичные, но не буду советовать тройки в Гюнике. Посоветую еще две четверки, они находятся рядышком. Одна из них называется Fame Residence Гюнюк, тоже сеть Fame именно в Кемере находится, и в самом городе Кемер тоже есть отели Fame. И отель Sherwood Greenwood Resort Hotel. Или где-то сейчас без приставки Sherwood Greenwood Resort Hotel. Они находятся на второй линии, находятся в центре, недалеко вот от этой перпендикулярной улицы с магазинами. То есть вот эти отели, две четверки мне нравятся. Они не дешевые, они стоят дороже многих пятерок, допустим, в Алании, но вот посмотрите по отзывам, они очень-очень хорошие. Итак, с Гюнюком мы закончили, и за Гюнюком идет непосредственно город Кемер. И вот здесь на Кемере я остановлюсь немножечко подробнее. Итак, перейдем к Кемеру, городу Кемер. И этот город очень важен для определенной категории туристов и важен еще в одном аспекте. Объясню в каком. Самое главное, что это город. Пусть небольшой, но это город. Что я вкладываю, когда говорю город? То есть большинство вот этих поселков, которые мы с вами рассмотрели, Бельди, Бегюнюк, и будем дальше рассматривать остальные, это деревушки. Там, кроме отелей и ряда туристических магазинов, по сути, больше ничего нет. Кемер – это город. И значит, здесь есть магазины, большие магазины, поменьше магазины. Здесь есть, да, обычные туристические магазинчики со всяким таким барахлишком, которые продают турки, то есть там майки, шлепанцы, круги, то есть, все, что есть в курортной зоне, плюс какой-то там турецкий текстиль. Здесь помимо этого есть уже какие-то брендовые магазины, допустим, там Вайкики, Катон, это, соответственно, турецкие магазины, турецкие бренды. Здесь есть салоны сотовой связи, здесь есть какие-то супермаркеты, здесь есть какие-то сервисы такие, которые присутствуют в городах, там какие-нибудь там прачечные, к примеру, там какие-то почты, то есть все это тоже здесь есть. Соответственно, в Кемере есть променад. То есть, если вы, выйдя из отеля в Бельдибе, вы будете гулять вдоль дороги, где вам будут приставать местные продавцы, то здесь
Есть просто променады вдоль отелей в центральной части. От Марины Кемеровской идет дорожка через отели, где можно погулять вдоль моря. Здесь есть парки, здесь даже есть небольшой дельфинарий. Здесь самое важное, есть кафешки, то есть и как следствие здесь есть отели, которые работают на завтраках или без питания. Соответственно, вы можете питаться в городе. И здесь я немножко отвлекусь на такую вещь, которую я говорю очень многим своим клиентам. Очень многие из вас Турцию рассматривают сугубо как отдых, на все включено, пляжные отели. Но я очень многим говорю, что это не так, что в Турции можно отдыхать, как, допустим, в Лорет-де-Маре, что здесь есть отели городского типа, которые работают на завтраках, здесь есть где покушать, здесь есть чем заняться, где погулять, сходить на какую-то дискотеку. И вот это, именно такие отели, такая инфраструктура есть в городе Кемер. А на Анталийском побережье я выделяю 3 города, где такой может быть отдых. Это Анталия. Ну, здесь уже больше в степень такой вот город-город. И в маленькой степени в районе Кони-Алты, там есть такая курортная зона с небольшим количеством отелей. Город Аланья. И вот когда буду снимать видео про Аланью, если вы поставите много лайков, правда, друг? Турецкий котик. Город Аланья. На мой взгляд, идеальный город для такого отдыха. И Кемер. То есть он больше такой склонен к курорту и меньшей степени к городу. В Кемере есть еще такое сочетание, что есть отели на первой береговой линии, где мало где такое есть, со своими пляжами, которые при этом находятся в городе. То есть вы можете отдыхать в хорошей пятерке на берегу моря, недалеко пройтись и попасть в ночной городской клуб. Или попасть на променад, или пойти покушать в какой-то местной кафешке, пойти самостоятельно на какой-нибудь местный хамам, прийти в парк, ну и пойти на дискотеку или пройтись по магазинам. Все это позволяет Кемер. И при этом вы живете в пятерке на берегу, в хорошей пятерке на берегу моря. То есть вот в Анталии и в Алании фактически такого нет. Либо это уже далеко за городом, вот, ну, либо нет вообще. В Кемере вот в этом плане есть такой момент. И тем клиентам, которые хотят жить в хорошем отеле на берегу моря, со все включено или ультра все включено, но при этом не выехать, а выйти и пройтись пешком куда-то в город, я в первую очередь рекомендую Кемер. Запомните вот этот нюанс, у кого есть вот такие пожелания. Хороший отель на берегу моря со своим пляжем, находящийся в городе, где можно выйти и погулять, и получить хорошую инфраструктуру. Это Кемер. Смотрите, что есть в Кемере. Я вам говорил, променад вдоль моря есть. Рекомендую по нему гулять. Начинается от Марины и тянется в сторону Гёника. Здесь есть красивый муниципальный парк, Moonlight Park. Там в нем кафешки, в нем зеленая территория, в нем сосны, в нем как раз таки есть дельфинарий. Не знаю, как он работает, но как-то работает. И в нем есть красивый пляж в бухте, почти песчаный заход в воду, ну, примесь камушков, есть таких гладеньких камушков, но очень с одной стороны гора, с другой стороны такой мыс, где дорожка, за вами парк. То есть вот если вы живете в отеле там на завтраках, которые не имеют своих пляжей, я очень рекомендую к посещению именно вот этот парк, именно вот этот пляж. Запомните его, ссылочку на этот пляж тоже в описании под видео. В отеле есть 3 или даже 4 ночных клуба, куда приезжают очень часто различные турецкие и российские исполнители, там, ну, разные-разные. То есть следите за афишей в сезон. Очень многие, допустим, исполнители приезжают в какой-то отель дорогой, а потом еще дают концерт в этих парках. Они называются Аула, Кристал и Инферно. Если не ошибаюсь так, ссылочку на их локацию тоже в описании под видео. Это все в Кемере. Находятся эти ночные клубы около отеля Кристал. В Кемере есть Марина. Кто любит поглазеть на яхты, пофотографироваться на их фоне. В Кемере есть кафешки, поэтому вы можете приезжать в Кемер с питанием завтраки или без питания, или завтраки, ужины. И, как я говорил, здесь есть такие маленькие отельчики. Они бывают совсем-совсем уютные, там какая-нибудь семейная, совсем маленькие, уютная семейная пара ими заведует. И вот в таком городском стиле отдыхать в городе Кемер. Да, Котофей.
То есть вот поэтому мне Кемер нравится. И даже если я живу в каком-нибудь отеле, ну или вы живете в каком-то отеле там в Бельдибе или где-то еще, приезжайте в Кемер, вдоль всей линии Кемера, начиная от Текирова, заканчивая Бельдиби и дальше в Анталию, ходит долмуш или по-нашему маршрутка. Копейки стоят, вы можете из любого поселка, эта маршрутка идет там где-то раз в полчаса, проходит по всем центральным улицам и ездит именно через Кемер, вы можете приехать в Кемер. Она останавливается, есть такое место центральное в Кемере, называется Часы. Там такая как, ну, перекресток большой, и вы увидите Часы, они на таком шпиле. Вот, соответственно, там есть остановка вот этого долмуша. И дальше вы уже можете пойти погулять по Кемеру, по городу, заняться каким-то шопингом, а не на тот шопинг, на которых вас везут гиды, ну, самостоятельно походить по городу. Вот. Как я говорил, кроме таких туристических палаток, там есть какие-то еще такие магазины турецких брендов, там Дефакто, Вайкики, Катон, это в Кемере все есть. Еще в Кемере есть такая улочка с фонтанами, которая с подсветкой, она идет от центра Кемера, от Макдональдса, перпендикулярно моря, ну, от Марины, это вот из одного района, она идет перпендикулярно, она сугубо пешая, она красивая, там тоже очень много, ну, туристических магазинчиков, есть кафешки, есть рестораны. Очень важный момент по Кемеру, по пляжам. Я вам говорил, что есть пляж при Moonlight парке, почти с песком, потом идет Марина, где стоят яхты, и потом пошли отели, вдоль которых идет променад. И вплоть до диско-клубов, до отеля Валерий идут отели, через которые тянется променад. Вот там на берегу, именно на берегу лежит галька. То есть там вообще нет песка, вот в этом месте имейте в виду, там лежит галька. Потом есть небольшой парк, уже за дискотеками около отеля Рокс идет парк. И дальше идут уже отели, где на берегу песок. И в самом конце Кемера, а если въезжать со стороны Гёника, в начале Кемера, там даже есть песчаные пляжи. И я про некоторые сейчас тоже скажу. То есть имейте это в виду, что в центральной части Кемера достаточно много отелей на берегу галька. Смотрите, еще по Кемеру, что важно. Кемер хоть городок, но застройка в Кемере низкоэтажная. В Кемере максимум трехэтажные домики, соответственно, вы видите горы вокруг, и должен сказать, вокруг Кемера есть очень много цитрусовых садов. Если вы немножечко выйдете за пределы, вы увидите, как там растут апельсинки, мандаринки, лимоны. Вот. То есть, не призываю рвать, но имейте в виду, что такое есть. Я вам фактически сейчас так с положительной стороны описал Кемер, то есть фактически рассказал о плюсиках. Теперь перейду к минусикам Кемера. Смотрите, большинство отелей, потому что это город, в городах так везде, они маленькие. Даже хорошие, дорогие пятерки, они будут маленькие по территории. То есть вы не сможете гулять там с ребенком, с коляской где-то по кемеровским отелям. И как следствие, эти отели не очень адаптированы под детский отдых. Да, может быть где-то в дорогом отеле маленькая плюгавенькая площадка, но в целом нет. То есть с детьми, если вы хотите спокой, тишину, уют, то это, скорее всего, не Кемер. Если дети постарше, которые выходят с вами в магазины, гуляют тоже, то тогда да, с маленькими детьми я Кемер не рекомендую. То есть, и я уже коснулся одного минуса, что есть отели, которые полностью галечные пляжи и на берегу в том числе. Также, как я говорил, поскольку это город и есть маленькие отели в таком европейском стиле, работающие на завтраках, то, соответственно, эти отели и многие отели Кемера не имеют своего пляжа. Но помните про мою рекомендацию, если у вас отель без своего пляжа, или вы даже хотите поменять пляж своего отеля, живете ближе к центру, ходите на Moonlight парк. Место классное, главное, чтобы там в сезон хватало места, потому что я в Кемере бываю часто, но всегда в низкий сезон или в зимний период, когда там все свободно. Так, и перейду к отелям, которые я рекомендую. Итак, пятерки дорогие, хорошие. Здесь не только дорогие, я отобрал пятерки. Кемер Барут Коллекшн. Сейчас он называется не Барут, а Акра. Отель на первой линии, фактически все эти отели будут на первой линии. Недалеко от центра, то есть можно пешком дойти до центра. Дальше Fame Residence Кемер пятерка. Та же сеть Fame, четверку, которой сети я вам рекомендовал в Гёнике.
близко к центру, совсем рядом с дискотеками, небольшая территория, прямо на берегу, прямо на променаде, маленький отель, работает в зимний период в том числе. То есть, если вы зимой собрались в Кемер, можете рассмотреть этот отель. Кстати, в Фейме вот как раз-таки он находится там, где будет галька на пляже. Crystal Deluxe находится тоже рядом с дискотеками, сеть Crystal, рекомендую рассмотреть этот отель, но он не на самом берегу моря, но до пляжа совсем недалеко, там метров 100. Отель, который мне тоже нравится и нравится многим клиентам, которые любят отели без детей, отель называется Orange County Kemer. Этот отель в виде Амстердама, то есть, а точнее Амстердамского железнодорожного вокзала. То есть там в этом стиле выполнены здания. На территории есть мельницы, то есть как бы в целом повторяет Нидерланды этот отель. Поэтому если любите такие атмосферные отели, тем более он 16+, приезжайте в этот отель, тоже находится недалеко от дискотек. И я бы выделил тоже один, наверное, из самых таких дорогих отелей для взыскательных туристов сети DoubleTree by Hilton Анталия Кемер. То есть это такой отель для взыскательного, спокойного, такого респектабельного отзыва. Еще выделю четверки, которые недорогие, но можно рассматривать, они мне нравятся очень в Кемере, то есть это вот такой баланс. Итак, первый отель, он не четверка, он категории 5, но я бы его отнес все-таки к четверке, Медр Resort. Маленькая территория находится за Moonlight парком, и как раз таки у него есть свой пляж именно на Moonlight парке. Ну, то есть свои зонтики-шезлонги не нужно будет за него платить. Он немножечко находится в стороне, маленькая территория, но достаточно качественный отель, близко подойти к Moonlight парку, близко подойти к центру, и в то же время вы живете в тихом месте. Следующий отель мне нравится, это вот тот отель, в который можно ехать как раз таки с детьми, называется Viking Garden. Раньше он назывался Garden Bergamot. Отель немножко тоже удален от центра, с красивой зеленой территорией, не очень большой, но и не совсем маленькой. Там очень много цитрусов, как раз таки рядом с ним находятся цитрусовые сады. Недалеко дойти до центра, если нужно, но учитывайте особенность, что у отеля свой пляж, на который подвозит, еще раз подчеркиваю, подвозит, ходить не нужно, микроавтобус около километра. Он в начале Кемера и туда подвозит. Вы можете пройтись пешком, если хотите погуляться вдоль улочки, там ничего страшного нет. Но и в то же время можете подъехать, если вы с маленькими детьми, и там как раз таки на берегу песочек, и, по-моему, при входе в воду тоже хороший песок. То есть имейте это в виду. Это в той части Кемера, где как раз таки песок. Отель для молодежи, дорогая такая достаточно четверка на берегу моря, в том месте, где галечные пляжи, но рядом с дискотекой и на променаде, рядышком с отелем Fame находится Golden Lotus. Я люблю этот отель, люблю его рекомендовать молодежи. Он небольшой, качественный, хороший, на берегу с видом на море, хороший сервис, хорошее питание, рядом вся инфраструктура Golden Lotus. Можно рассмотреть более бюджетную четверку, потому что Lotus достаточно дорогая, но находится фактически там же, называется Viking Nona. Еще ближе к центру Кемера с галечным пляжем. Экономичная четверка, но ее тоже можно рассмотреть. Мне она нравится, я рекомендую своим туристам. Плюс есть еще четверка, тоже считается для молодежи, Кемер Dream. Она находится около отеля Crystal, около отеля Rocks. И тоже недалеко от ночных клубов, но не на первой линии, свой пляж 400 метров от отеля, Кемер Dream называется. Из троечек я бы, наверное, порекомендовал две тройки, они работают на все включено. Я не буду рассматривать отели, которые работают на завтраках, потому что эти отели, скорее для переночевать, в моем понимании, как я рекомендую туристам. Их там не так много, но они есть. То есть, если вам не нужно питание, а имейте в виду, что в тройках, в дешевых четверках питание будет, мягко говоря, не очень, то есть лучше брать тройку без питания, это немножко дешевле, и питаться вкусно, комфортно и недорого в кафешках Кемера. Итак, тройки Нар отель в центре находится и Мистер Крейн. Вот эти две троечки можно тоже рассматривать, но это эконом-вариант, если нужно жить эконом, но при этом на все включено. Скажем, кусочки моего видео всегда можно собрать в Инстаграме, поэтому если вы не подписаны на мой Инстаграм, он не просто картинки посмотреть, я очень часто в сторис даю много советов о путешествиях, о отелях, о турах, поэтому обязательно подпишитесь на мой Инстаграм, ссылка, как всегда, в описании под видео, заглядывайте под видео, там много всего есть полезного, и вы что-то наверняка для себя там найдете, и мне будет приятно, и я буду осознавать, что я не зря делаю свою работу. Переходим к следующему поселку, который находится за Кемером.
точнее, я их даже немножечко объединю, Кириш и Чамъюву. Они находятся уже за Кемером, фактически их разделяет речка, которая большую часть времени просто пересохшая. Вот, то есть это одна такая большая пляжная линия. Итак, первый поселок Кириш, и за ним идет Чамъюва. По пляжам, значит, пляжи у них такие же, похожие, как я говорил, на берегу песок. Песок переходит перед водой в гальку, в мелкую гальку. Галька дальше при заходе в воду, красивое прозрачное море, как и везде в Кемере. То есть, ну, я считаю, что, повторюсь, уже говорил, что в такие отели с таким заходом в воду можно с детьми, и как следствие большое количество отелей в этих регионах, соответственно, ориентированы на детский отдых. Что говорить про Кириш? Кириш, скажем, такой поселок, где есть небольшая коттеджная застройка на третьей линии, за отелями первой линии, где в основном пятерки и достаточно дорогие пятерки за небольшим исключением. Вторая линия Кириша идет отели 3-4 звезды бюджетные. По этой улочке много магазинчиков, и дальше идет такая частная застройка турецкая. Но это здесь важное отличие Кириша от Чамъювы. Эта застройка не имеет инфраструктуры. Если мы возьмем Чамъюву, вот Чамъюва в этом плане мне нравится больше, точнее правильно говорить Чамъюва, как турки говорят. То есть они отделены от Кириша пересохшей речушкой. Первая линия идут отели. Вдоль большинства из них, причем отели идут недорогие относительно. Кстати, я сейчас тоже нахожусь в Чамъюве, сейчас скажу в каком отеле. В Чамъюве идет вдоль отелей красивый променад, я его обожаю. То есть вот для тех, кто любит гулять, вот в Кирише выйти погулять некуда. Если у вас нет большой территории вокруг отеля, то вы будете ходить вдоль магазинчиков, а это еще тот стресс, когда вас постоянно приглашают зайти, посмотреть, попробовать, купить и так далее. То есть приятного мало. Ну, если вы вышли ради шопинга, то это есть. Если вы хотите просто погулять, полюбоваться природой, горами, то в Кирише нет. Вот в Чамъюве это есть. Вдоль моря, начиная от отеля Лабада и заканчивая четверками, там небольшой муниципальный пляж и площадка, там есть променад, вдоль которого красивая инфраструктура отелей, по которой можно идти. Там растут оливковые деревья, там маленькие речушки, там цветут кусты с жасминами, там много высажено роз, там есть детские площадки, и там здорово погулять. И даже если, допустим, у вас отель небольшой, как, например, Лабада, кстати, обзор отеля Лабада у меня есть на канале, вот по ссылочке переходите, посмотрите, он находится как раз-таки в начале поселка Чамъюва, начало я имею в виду по береговой линии, то, соответственно, в Чамъюве можно гулять. Помимо этого, в отличие от Кириша, в Чамъюве есть улицы, есть большая коттеджная застройка. Там сдается очень много коттеджей, и местные турки сюда приезжают именно в коттеджи, не в отели. Есть даже небольшие апарт-отели в этом поселке. Там есть мигросы, там есть несколько кафешек, ну, то есть есть магазины, даже там парикмахерские, есть какая-то небольшая инфраструктура маленького поселка. То есть, если вам Кемера много, и вам просто достаточно где-то немножко пройти, зайти в какой-то магазинчик, купить там каких-нибудь фруктов, там чего в отеле нет, рассмотрите Чамъюву. Из Чамъювы открывается красивый вид на, ну, из Кириша также, на гору Тахталы, которая как раз здесь вот рядышком. Вот. Ну и пляж Чамъюва, пляж Кириша такой же, с мелкой галькой, с чистым прозрачным морем. Итак, я перехожу к отелям и вернусь опять к Киришу. Что по пятеркам Кириша я рекомендую? Какие здесь, наверное, вот отель, который может соревноваться с NG по крутости в этом регионе, это Max Royal Кемер. Он находится при горе, он отделен как раз-таки этой горой от Кемера, там несколько пляжей, там очень много приватных вилл со своими бассейнами. То есть вот если брать NG, там больше корпусов и номеров. В этом отеле есть много приватных вилл. Если вы любите приватность, то рассмотрите отель, но опять же он тоже очень дорогой. Еще из пятерок я бы выделил Алвадона. Тоже отдыхал в этом отеле, снимал видео. Поддержите лайком, комментарием. И я, может быть, дойдут у меня ручки, я смонтирую видео про этот отель. Мне он тоже очень понравился, я его рекомендую. Есть Альвадона еще в Сидее, есть в Белике. Это кемеровская Альвадона, называется Альвадона World Palace.
А потом рядышком с ней, вот забор к забору, находится отель Ака Линда. Мне он тоже очень нравится, тоже такой выше среднего уровня пятерка, я его тоже очень рекомендую. Плюс еще недавно реновировался, и последние годы меня хорошо удивляет своими положительными отзывами отель Sailors Beach. У него небольшая территория, корпуса вдоль дорожки, по сравнению вот с предыдущими отелями, но он, соответственно, значительно дешевле Аки и дешевле Алвадона. То есть можете его рассмотреть, качественный отель, еще раз, Sailors Beach Club. Ну и плюс, наверное, еще, добавлю сюда, тоже можно рассмотреть, если все вышеназванные вам по какой-то причине не подошли, можете посмотреть Queen's Park Le Jardin, сеть Queen's, тоже достаточно качественный отель. Также здесь есть отель Lima Climra, но, наверное, в данный момент я бы его не рекомендовал. Очень устарел отель, хотя некогда был очень крутой, дорогой и пафосный. Если вот вы смотрите видео, его вдруг реновировали, то тогда тоже его можно сюда добавить. Из четверок, наверное, выделил бы так, куда вот смело бы рекомендовал, отель Акка Кларос. Не дешевая четверка, но очень хорошая, посмотрите по отзывам, находится на второй линии за вот этими пятизвездочными отелями. Это был у нас Кириш. Сейчас я перейду к отелям Чамъювы. Как я говорил, он немножечко отличается, хотя вот фактически территориально они рядышком. Еще раз подчеркну, что в Чамъюве есть, скажем так, муниципальный пляж, есть большая коттеджная застройка, есть небольшая инфраструктура, есть кафешки. Это как маленький такой уже городок, это, наверное, самый развитый вот городок из всех, помимо Кемера. То есть его тоже можно будет вот рассмотреть для выхода за пределы отеля в какой-то степени. По отелям непосредственно я рекомендую отель, в котором я сейчас нахожусь. В этом отеле я нахожусь второй раз. Мне в нем очень нравится территория. Обалденно красивая зеленая территория. Каждый раз ловлю кайф, когда просто по ней гуляю. Вы даже немножечко можете словить вот этот антураж. Здесь видны горы, здесь двухэтажное бунгало. И бунгало как раз таки это самый большой минус. Они маленькие, многие из них очень темные, потому что смотрят во внутреннюю территорию. Ну и, конечно, хочется обновления вот этих номеров. А все остальное, питание, территория, анимация, персонал, все на высшем уровне. Мне очень нравится этот отель, поэтому я здесь уже второй раз. Рядом с ним находится отель Марко Поло. Такой же по принципу отель с большой территорией, зеленой, с соснами. Ну вот как я в начале видео рассказывал, что вот такие отели есть в Кемере. И я вам, друзья, скажу, что такие есть не только вот в Турции, в Кемере. По сути, я ни в Испании, ни в Греции таких отелей фактически не встречал. Где-то, может быть, единичные есть, но вот таких здесь отелей много, и нигде больше в мире таких нет. Вот. Ну, может, где-то есть, я не все знаю, конечно. Значит, клуб Марко Поло — это в другую сторону. Если стоять смотреть на море, то он справа, Марко Поло. Такой же по системе отель, рекомендую. В другую сторону здесь находится уже не бунгального типа, а зданием, такое красное здание, но тоже хороший отель с зеленой территорией, не такой большой, как здесь. Для тех, кто любит все-таки жить не в бунгало, как мне многие говорят, мы не любим много ходить, нам надо, чтобы было рядом. Вот Астерия, большое здание, тут же у вас ресторан, тут же у вас пляж, тут же у вас бассейн, не нужно много ходить. Астерия Кемер Резорт он называется. И я еще один отель выделю, он бюджетный отель, он дешевле вот этих, которые я назвал, но он мне тоже нравится, он называется Люсида Бич. Такая среднего уровня пятерка, но я бы вот в него никогда бы не побрезговал поехать. Да, там не люкс, не супер, но как раз таки вот отель, где я рассказывал, идет променад вдоль моря, вот он стоит на этом променаде. Небольшая зеленая территория, из минусов номера в стандартном корпусе, в основном корпусе без балконов, в корпусе аннекс он находится немножко через дорогу, там есть балконы и такой современный аквапарк. То есть обратите внимание на вот этот отель. Еще тоже можно посмотреть, то есть приблизительно того же плана и той же категории отель Лабада. Обзор, который я говорил, что вот еще раз, здесь ссылочка на отель Лабада, на обзор этого отеля, он тоже находится в начале променада. Его тоже можно рассматривать, если вам нужна компактная территория. Наоборот, есть люди, которые любят компактную территорию, вот его рассмотрите. Четверки. И что мне здесь нравится в Чамъюве, что вот в отличие от многих регионов, здесь есть хорошие добротные четверки. Я вам их тоже назову. Чамъюва Бич. Ну, ставьте на стоп, записывайте себе, помечайте. Чамъюва Бич. Хорошая четверка с небольшой компактной территорией. Синатра. Это, наверное, пожалуй, ну вот, они все находятся в одном месте. Тоже очень маленькая, такая уютная домашний отель.
Наверное, для взрослых без детей, ну, эконом такой вариант, куда тоже можно ехать, если не намерены. Ну и, кстати, в Чамеве тоже есть рынок, который приезжает раз в неделю, ну, в любом регионе Турции, вот эти рынки, которые по определенным дням недели. И еще, наверное, одну четверку выделю, наверное, она находится на берегу моря, называется Otium Park Акман Бич. Акмана есть два отеля, но мне больше нравится именно с приставкой Otium. Они на берегу моря с небольшой зеленой территорией. Это в противоположной, уже в сторону Тикерова, за вот Эмельдой. Вот эту четверочку тоже можно посмотреть на берегу моря. Кто хочет именно недорогой отель на берегу моря. Мы плавненько перешли к последнему региону, называется Тикерова. Это самый дальний курорт, он находится дольше всего от Анталии. Имейте в виду, что сюда трансфер будет 2-3 часа, зависит, конечно, от количества отелей но это самый дальний регион. Он такой тихий, спокойный. Там есть тоже небольшой поселок с небольшой инфраструктурой, но в целом она слабая, конечно, будет уступать Кемеру, то есть это имейте в виду. И, кстати, если вот эти все три поселки Бельдиби, Гюнюк, Кемер, Кириш, Чамева, они вот как-то идут сразу все, то до этого еще нужно немножко доехать, он дальше всего, то есть оттуда будет сложнее выбраться, но помните, есть маршрутка, она идет из Тикерова и доезжает до самой Анталии, то есть, но ехать нужно будет долго. Что отличает Тикерова, что там на пляже немножко другой песок. Если мы рассматривали все остальные поселки, там был такой серый песок, как мелкий-мелкий такая крошка камушка. В Тикерова желтоватый песок. Это его очень сильно отличает. И на берегу именно почти везде песок. При входе будет опять же смесь песка и гальки. Но вот кто любит песок, обратите внимание именно на Тикерова. Там оттуда также видна гора Тахталы, которая видна фактически из этого региона, вот дальних частей поселков Кемера, видна Тахталы. Она, безусловно, тоже украшает эту природу. Вокруг тоже много цитрусовых садов, но горы вот в том регионе немножечко отдалены дальше, нежели вот взять там, как я говорил, очень красиво смотрятся в Гёнике, то есть в Тикерова они немножко подальше. И смотрите, в этом поселке есть тоже очень дорогие, классные, пафосные отели. Сейчас я вам их назову. И, соответственно, я вначале говорил, что многие отели насыпают себе песок. Вот. И в них, вот в этих дорогих отелях, как раз-таки насыпные песчаные пляжи, сейчас я вам их назову. То есть вы можете ехать в этот регион смело с детьми, кому нужен именно вот песок-песок. То есть вот там песок-песок в этих достаточно хороших, дорогих отелях. Итак, я перейду. Инфраструктура там слабенькая. Ну, как я говорил, что-то вы найдете, магазинчики это всегда будут, но как Кемера такого не будет. Итак, перейдем к отелям. Первый отель, пятерка, это Риксос Тикерова. Относительно недавно реновировался отель, то есть он свежий, аккуратный, но он находится сейчас на двух линиях. На второй линии аквапарк, и там тоже есть шикарные номера, территория огромная. Помечайте себе этот отель. Второй отель, который я тоже когда-то посещал, и у меня очень многие туристы туда ездили по несколько раз, называется Гюрал Премьер Тикерова. Тоже можете смело ехать в этот отель, если бюджет позволяет, с огромным аквапарком. Аквапарки, причем есть на разные возраста, с номерами, около которых есть свои бассейны на несколько корпусов. То есть это не один бассейн общий, а вот там 2-3 корпуса, между ними бассейн. Такие вещи, кстати, в Риксе тоже есть. Потом отель, который когда-то был Амара Дольче Вита, он сейчас называется Нирвана Дольче Вита. Кто любит сериал «Сваты», есть такая целая серия, которая снималась в этом отеле, где они приехали в отель и там тусили, еще ездили в Анталию, покупали ковры и дубленки. Да, ядрить твою налево, а! Вот именно в этом отеле снимался этот сериал. Тоже достаточно качественный отель, но я бы его поставил именно на третье место после первых двух. Красивая зеленая территория, в основном там корпуса, не бунгало. И он получается фактически самый дальний отель региона Кемер.
Вот, то есть это имейте в виду. Вот тут к нему как раз-таки, к этому отелю подступают очень близко горы, вокруг зелено, лес, даже магазинчиков рядом нет, нужно там пару километров топать. Это имейте в виду, что отель такой вот уединенный, тихий, спокойный, вокруг тишь, зелень, горы, красивое море. То есть, ну, я его тоже, этот отель видел, мне он, конечно, тоже нравится. Еще две пятерки выделю, хорошие пятерки, но дешевле, чем вот те, что я выше назвал. Это Queen's Park Рай Кирова. Хорошая пятерка с компактной территорией, небольшой. Но у меня в ней были многие туристы, и очень хорошие по ней отзывы идут. И плюс мне очень нравится, уже в противовес вот этой Queen's Park, отель Пиратес Beach Club. Он наоборот, бунгало, большая зеленая территория, есть небольшой аквапарк, очень активная детская анимация, именно стилизованный под пиратов. То есть там, насколько я знаю, у отеля есть собственный корабль, куда они организуют какие-то поездки на этом кораблике. То есть вот такие отели я рекомендую из пятерок. Четверок там, ну, пара штук есть, рекомендовать их не буду. То есть отель сугубо под дорогие, такие с замашкой, даже не замашкой, а серьезно, с люксом, такие как Риксос, как Гюрал, это, ну, фактически люксовые отели. Я вам их рекомендую, если вы можете их себе позволить. А теперь я перейду к такой завершающей части, но очень важной и очень интересно, обязательно послушайте. То есть многие из вас приезжают в регион, как я вам обещал в начале видео, и желают что-то увидеть помимо этого региона. Допустим, мы выбираем Кемер, потому что мы хотим увидеть что-то около Кемера, до чего удобно добраться. Вот про это что-то я вам сейчас расскажу. Но отвлекусь немножко. Смотрите, если вы видите свой отдых в Турции сугубо как отдых в отеле, и вам выйти из отеля нужно для того, чтобы купить пару сувениров друзьям или там коллегам по работе, то не обращайте, друзья, внимания вообще на регион. Ну, обратите внимание на пляж, если у вас есть такое пожелание. Выбирайте отель, это я вам искренне говорю. Если вам именно нужен отель, и вы из него не выходите, если вы спрашиваете, какие напитки в баре, сколько там ну, ассортимент каких-то таких-то блюд, сколько фруктов, сколько горок, сколько бассейнов, выберите не регион, выберите отель в регионе. Для остальных, которые хотят что-то помимо отеля, и в частности вот экскурсии, тогда выбирайте регион. Если вы, допустим, изъездили все вокруг Алании и хотите сейчас изучить регион Кемер, я вам как раз таки расскажу, что здесь есть. Итак, первое, о чем я говорил, это Гюйнюк каньон. Он находится между Бельдиби и Гюйнюком. Его обязательно посетите, если вы хотите увидеть красивую природу, горы, речку, озеро, покататься на зиплайне, ну и просто подышать свежим воздухом. Кстати, там не так жарко, потому что поднимаешься вверх, и ну, достаточно большая часть всего там в тени. Второе место, которое я тоже вам расскажу, мало кто об этом знает, около Кемера тоже есть каньон. Если ехать от Кемера в противоположную сторону от моря, в сторону поселочка Кюздере, вы попадете в каньон, вдоль которого нужно не идти, а можно ехать, особенно если у вас есть машина на прокат. Вы можете там где-то припарковаться, и там есть интересные места, там извивается каньон, то есть если Гюйнюк это сугубо пешком, то туда вы можете подъехать на машине. Если вы, допустим, вам тяжело где-то ходить, у вас есть прокатная машина или такси, подъедьте туда, там тоже красивый каньон, он широкий, и там тоже течет речушка, и вы тоже полюбуетесь вот кемеровской природой. Еще одно место, куда, кстати, возят туроператоры, это гора Тахталы. Вы можете взять билет там или экскурсию, сразу вас отвезут, подняться на гору Тахталы. То есть это 2360 с чем-то метров над уровнем моря. В апреле, вот сейчас мы находимся там даже лежит снег. И, соответственно, даже в апреле вы можете увидеть снег. И обязательно езжайте тогда, когда будет солнечная погода. Потому что если будет пасмурно или будет гора в облаках, вы просто попадете в молоко и ничего не увидите. Еще одно место, про которое мало кто знает, но очень интересное, уникальное место. Такие места есть в мире, но мало где. И туда не возят туроператоры, вы можете туда съездить на такси или на прокатной машине. Кстати, не бойтесь брать машину на прокат, она сдается во многих крупных отелях, она сдается в аэропорту. И почему-то в Турции не берут машину на прокат, берут машину в Европе, в Испании, Греции, на Мальте, в Италии, но не в Турции. В Турции берется машина на прокат, стоит дешевле, берется проще. Многие конторы не берут залога, то есть имейте это в виду.
и я всегда этим пользуюсь. Итак, туда доехать можно на машине. Называется Чиралы поселок. Кстати, в определенных кругах это место очень знаменитое. Там есть такие маленькие эко-отели. Их не продают туроператоры, но у меня туристы в них жили. Это небольшой поселочек с такой центральной улочкой, такой деревенской, где есть кафешки, где есть магазинчики, где много отелей, которые такие, вот знаете, семейно-приватные, небольшой садик, маленький, малюсенький бассейн или его вообще нет. Но вокруг цитрусовые сады, это такой вот как агро-эко-туризм. Вот. И очень много иностранцев в этих отелях живут. Я говорю, что мои одни туристы тоже молодцы, я их туда отправлял, они в составе комбинированного тура были. Там огромный пляж. С одной стороны этого пляжа находятся развалины античного города Олимпос. Там же находится одноименная гора Олимпос. И с другой стороны находится Химера Янырташ. Это место, где из-под земли выходит газ, и он постоянно горит. То есть там язычки пламени постоянно вылетают из земли. Я пытался его затушить, он тухнет и через какое-то время возгорается снова. То есть даже дождь его не тушит. Интересное, уникальное место, вокруг красивая природа. Дойти до этого места где-то нужно километр немножко подняться в горку. Ну, там оборудовано, ступеньки, мусорки, скамеечки, то есть приезжайте туда, смотрите это место, я очень его рекомендую, но то есть смотрится незабываемо, вы даже своим детям постарше можете показать такое уникальное место. Еще один важный момент, что вы с Кемера, как я говорил, можете легко добраться даже без машины, без такси, общественным транспортом, долмушами в Анталью. И в Анталии достопримечательностей очень много. И это тоже огромный плюс региона Кемер, что вы можете легко добраться и хоть каждый день ездить и на шопинг, и посмотреть интересные места, и исторические места. Но, опять же, друзья, давайте соберем много лайков под это видео, много комментариев, пишите в комментариях. И ваши комментарии — это для меня самый большой мотиватор. Напишите: Виктор, супер видео, хотим увидеть продолжение. И я сниму продолжение про регион Анталию, где остановлюсь на городе Анталия, что там можно делать, куда сходить, где что посмотреть, где можно жить и какие части есть Анталии. Также и по другим регионам. Итак, я перейду к историческим достопримечательностям региона Кемер. Смотрите, в этом регионе Кемер некогда существовала ликийская цивилизация. Давно-давно, еще до греков. И, соответственно, они здесь построили очень много интересных ликийских городов. Потом здесь были греки, они тоже много всего здесь построили. И, соответственно, здесь осталось очень много руин. Причем их здесь настолько много, что некоторые просто так вот даже никак не обозначены. Еще очень важно, что здесь начинается знаменитая Ликийская тропа. Это такой большой пеший маршрут от фактически Анталии вдоль всего южного побережья по городкам и заканчивается в Алюденизе Фетхие. То есть и она как раз таки проходит по интересным местам, и в том числе античным. Что бы я здесь выделил? Я очень рекомендую между Тикерова и Чамювой находится посерединке такой античный город Фазелис. Был там много раз. Там есть небольшой амфитеатр. Там хорошо сохранились развалины вот этого античного города. Плюс там есть несколько пляжей в бухтах. Плюс там красивая природа. Пусть там обалденно пахнущие сосны. Вот этот аромат я очень люблю. Обязательно туда съездите. Туда возят такси. Не знаю, по-моему, операторы туда не возят. На такси вы можете туда приехать. Туда платный вход, но стоит как-то по-божески. Не совсем дешево, но подъемная сумма. Вы можете взять полотенечко, еду с собой, чего делают постоянно турки, туда приезжают, там очень много местных. Там есть водичка, там есть переодевалки, там есть туалеты, там можете кое-что даже прикупить такого. То есть обязательно посетите это место, я очень рекомендую. И еще в регионе Кемер, наверное, есть такая экскурсию, которую уже организуют туроператоры. Я рекомендую съездить на нее с туроператорами. Это Демра Мира Кекова. Таких 3 локации. Это получается уже по направлению туда дальше за Кемеровскую курортную зону, в сторону города Каш, по которой я тоже могу... почему могу? Про Каш у меня есть видео. Это тоже город, скажем так, в 2 часах езды от Кемера. Вот здесь по ссылочке перейдите. Нет массового туризма, абсолютно другая Турция, как я ее называю. Ну, там уже много есть русскоговорящих людей, но тем не менее место очень интересно, и это совсем не Турция, которую вы привыкли ее видеть. Это совершенно, это ближе, мне напоминает какую-то Италию, нежели Турцию.
Вот по направлению туда есть интересные места. Это город Демре, это современный город Демре. Там есть, скажем так, как говорят турки, храм Николая Чудотворца. То есть кто в этой теме, кто религиозный человек, ездят на эту экскурсию ради этого храма. Как говорят турки, я не буду говорить да, нет, но он там то ли жил, то ли там построил храм, то ли умер там. Я, извините, не расскажу вам про это, но в состав этой экскурсии входит посещение этого храма. И вторая часть этой экскурсии – это затонувший город Кеково. Дальше за городом Демре, где был старинный город Мира, это старинный город Мира, есть старинный город Кеково. Там как бы существует небольшая деревушка турецкая, но там очень интересная такая ландшафтно-морская природа, очень мне напоминает Хорватию. То есть такая бухта, перед которой гора в море. И в этом месте именно из-за землетрясения под воду ушел старинный город Кеково. И в том месте плавают на лодочке. Вода чистая, прозрачная, и на дне видны руины этого города. Плюс там еще возвышается такая старинная крепость, уже турецкая, насколько я понимаю, крепость. Туда тоже можно зайти. Плюс вдоль там кафешки, магазинчики, прямо куда причаливают яхты, вы можете тоже посидеть. Природа обалденная, море красивое, рельеф необыкновенный, то есть вот очень красиво. То есть вот здесь, в Кемере, береговая линия не очень изрезана, а там она как раз-таки начинается изрезанность этой береговой линии, что придает, ну вот именно действительно неповторимые такие вот впечатления, когда вот это все рассматриваешь. Вот обязательно туда тоже съездите, или если любите историю, если любите вот с уважением относитесь к религии, то есть добро пожаловать на такую экскурсию. Ну и, соответственно, для детей я расскажу, что есть. В Кирише при отеле Даймобис, отель мне не нравится, хоть он и пятерка, есть рядышком парк Долусу. Честно говоря, аквапарк слабенький, очень сильно уступает аквапарку, который находится в Land of Legends. Но если вы хотите там так чуток зайти в какой-то аквапарк, у вас нет аквапарка в отеле, вы можете сходить в этот аквапарк Долусу. Он находится в Кирише при отеле Даймобис. И я уже упоминал, деток вы можете сводить в Дина-парк, который находится в Гюнюке. Ну и если вы готовы поехать, с детками будет интересно, в Анталии есть Анталия аквариум. Интересное место, современный большой красивый аквариум с большим широким туннелем. Это то, что может быть интересно с детьми. Итак, друзья, я закончил это видео. Я надеюсь, оно было полезным, интересным, и у вас теперь появилось больше определенности о регионе Кемер. Я очень надеюсь, что я вам помог. Поддержите это видео лайком, подпиской. Будет очень приятно, если вы станете спонсором моего канала. Как это сделать под видео? Можете просто дать мне небольшой донейшн, нажав супер спасибо под этим видео. Итак, ваша реакция, если она активная, интересная, и я вижу, что это вам нужно, будут продолжения про другие курорты Турции в таком же стиле. Все, на этом пока. До новых встреч. С вами был Виктор Гулько.